Приветствую вас на канале Бусинка. Сегодня будем делать вот такие вот замечательные тигровые серьги из бисера. Я подготовила для вас схемку, ее закреплю в группе Telegram, чтобы вы по желанию могли ее скачать. Для плетения нам понадобится бисер золотой, черный, 2 швензы и круглогубцы, чтобы закрепить швензу. Вместо обычной нити для плетения сегодня я буду использовать рыбацкую нить, плетенку. Она прочная, и я думаю, что для плетения этих сережек она подойдет отлично, поскольку они большие. Здесь много бисера, и надо, чтобы сережки были хорошо держали форму. Поэтому будем делать на этой нити. Вы по желанию можете взять обычную нить для бисероплетения, но все же я советовала вам взять такие плетенку. Итак, давайте приступаем. Набираем на иглу для плетения 4 золотых бисерины. Спускаем. Оставляем небольшой кончик, приблизительно 15 сантиметров, и делаем узелок. Еще один узелок. Вот что у вас должно получиться. Проходим иглой в 2 золотые бисерины. Вот сюда вот, по направлению снизу вверх. Набираем 2 золотые бисерины. Теперь внимательно смотрим. Отсюда у нас выходит наша рабочая нить. Вводим иглу в 2 золотые бисерины, но снизу вверх. Вот сюда вот. Теперь вводим иглу в вот эти 2 бисерины по направлению сверху вниз. Подтягиваем нить. У нас получается 3 ряда по 2 золотых бисерины. Давайте посмотрим на схему. Первый ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6. У нас должно быть 6 рядов по 2 золотые бисерины. Значит, продолжаем. Опять набираем 2 золотые бисерины. Отсюда снизу у нас выходит рабочая нить. Мы входим иглой в эти золотые бисерины, но сверху вниз. Вот сюда. Отсюда у нас выходит наша рабочая нить. Вводим иглу в следующие 2 золотые бисерины. Вот сюда вот по направлению снизу вверх. Опять набираем 2 золотые бисерины. Сверху у нас выходит наша рабочая нить. Мы входим иглой в эти вот 2 бисерины, последние по направлению снизу вверх.
И теперь в самые последние 2 золотые бисерины входим иглой по направлению сверху вниз. Итак, у нас 1, 2, 3, 4, 5 столбиков надо. Еще 2 золотые бисерины. Снизу у нас выходит наша рабочая нить. Вводим иглу сверху по направлению сверху вниз. Вот сюда. И проходим иглой по направлению снизу вверх вот эти вот 2 бисерины. Итак, у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков по 2 бисерины. Посмотрим на нашу схемку. Теперь 1, 2, 3, 4. 4 столбика по 2 бисерины черные. Набираем 2 черные бисерины. Сверху у нас выходит наша Сверху у нас выходит наша рабочая нить. Входим иглой по направлению снизу вверх. Поправляем нашу нить, чтобы было ровненько. Вводим иглу в черные бисерины. Вот сюда вот, по направлению сверху вниз. Вот что у вас должно получиться. Опять набираем 2 черные бисерины, входим иглой в черные бисерины сверху вниз. Входим иглой по направлению снизу вверх в самые крайние 2 черные бисерины, вот сюда. Так, еще нам надо сделать 2 столбика черными бисеринами. Значит, набираем опять 2 черные бисерины, входим иглой снизу вверх. И теперь входим иглой в 2 последние черные бисерины по направлению сверху вниз. Вот что должно у вас получиться. Теперь набираем 2 черные бисерины и опять входим иглой в крайние черные бисерины по направлению сверху вниз. Вот сюда вот. И теперь снизу вверх в 2 последние. Теперь давайте посмотрим на нашу схему. Итак, золотых бисерин мы сделали, черные сделали. Теперь 1, 2, 3, 4. 4 столбика по 2 золотые бисерины.
нам надо набрать. 2 золотые бисерины. Сверху у нас выходит наша рабочая нить. Мы вводим иглу снизу вверх в черные бисерины. Теперь вводим иглу в 2 золотые бисерины по направлению сверху вниз. Опять набираем 2 золотые бисерины. Наша рабочая нить выходит снизу. Мы иглой входим сверху вниз в 2 золотые бисерины. Теперь опять проходим снизу вверх, вот сюда вот. Набираем опять 2 золотые бисерины. Рабочая нить выходит сверху. Мы вводим иглу снизу по направлению снизу вверх. Проходим иглой сверху вниз. Вот так. Сверху вниз проходим иглой. Вот что должно у вас получиться. Так, и последний золотой столбик. Набираем 2 бисерины. Снизу у нас выходит наша рабочая нить. Входим иглой в последние золотые бисерины. Здесь по направлению сверху вниз. Опять проходим иглой в самые крайние бисерины 2 по направлению снизу вверх. Вот что у вас должно получиться. Давайте посмотрим на нашу схему. Мы сделали столбики из золотых бисерин. Теперь нам надо сделать 1, 2, 3 столбика из черных бисерин. Для этого набираем 2 черные бисерины. Сверху у нас выходит наша рабочая нить. Входим иглой в золотые бисерины по направлению снизу вверх. И опять проходим иглой черные бисерины по направлению сверху вниз. Набираем 2 черные бисерины. Наша рабочая нить выходит снизу. Входим иглой сверху в 2 черные бисерины. И теперь в последние 2 бисерины по направлению снизу вверх. Набираем 2 черные бисерины. Наша рабочая нить выходит сверху. Входим иглой снизу вверх. Опять входим иглой в самые крайние бисерины по направлению сверху вниз. Наш первый ряд готов. Давайте мы его перевернем. Вот.
Вот так вот у вас должно получиться. Итак, давайте посмотрим на схему, что нам делать дальше. Мы сделали полностью этот ряд. Сейчас нам надо набрать одну золотую бисерину. Набираем одну золотую бисерину. Теперь иглой проходим между бисеринами вот в эту вот нить. Вводим иглу в золотую бисерину вот сюда вот. Таким образом она у нас станет между бисерин. Набираем одну золотую бисерину, вот, входим иглой вот эту, под эту нить по направлению к себе, вот сюда вот. Теперь вводим иглу в нашу золотую бисерину по направлению снизу вверх. Вот что у вас должно получиться. Давайте посмотрим нашу схемку. Дальше у нас раз, два, три черных бисерины. Набираем одну черную бисерину, входим иглой между бисеринами под этой нитью по направлению к себе. И теперь опять входим иглой по направлению снизу вверх в черную бисерину. Опять набираем одну черную бисерину, смотрим внимательно. Здесь у нас выходит наша рабочая нить, мы входим иглой между двумя золотыми бисеринами, вот сюда, под нить по направлению к себе. Теперь входим иглой снизу вверх в в черную бисерину, сюда. Набираем еще одну черную бисерину. Отсюда у нас выходит наша рабочая нить. Входим иглой между бисеринами под нитью по направлению к себе. И в черную бисерину проходим иглой по направлению снизу вверх. Вот что у вас должно получиться. Давайте посмотрим нашу схемку. Теперь нам надо будет набрать раз, два, три, четыре. 4 золотые бисерины. Набираем одну
одну золотую бисерину. Смотрим внимательно. С черной бисерины у нас выходит наша рабочая нить. Мы входим иглой между бисеринами под нитью. Сюда вот по направлению к себе. Придерживаем нить. Входим иглой в золотую бисерину по направлению снизу вверх. Набираем одну золотую бисерину. Нить у нас выходит с вот этой бисерины. Мы же входим иглой вот сюда, вот между золотой и черной под нитью. Теперь проходим иглой через самую последнюю золотую бисерину снизу вверх. Вот что у вас должно получиться. Опять набираем одну золотую бисерину. Отсюда у нас выходит рабочая нить. Входим иглой под нить между двумя черными бисеринами. Вот сюда вот. Входим иглой в золотую бисерину по направлению снизу вверх. Раз, два, три. 3 золотые бисерины мы уже подплели. Нам осталась еще одна. Набираем одну золотую бисерину. Отсюда у нас выходит наша рабочая нить. Входим иглой между двумя черными бисеринами под нить. И через золотую бисерину по направлению снизу вверх. Давайте посмотрим нашу схемку. Так, вот это мы уже сделали. Нам надо 1, 2, 3, 4. 4 черных бисерины. Набираем одну черную бисерину. Вот здесь у нас выходит наша рабочая нить. Входим иглой между вот 2 черных бисерин под нитью. То есть, если боком смотреть, будет вот так. Проходим иглой через черную бисерину по направлению снизу вверх. Набираем одну черную бисерину и входим иглой между черной и золотой под нитью. Проходим иглой через черную бисерину снизу вверх. Опять набираем одну черную бисерину и входим иглой под нить между 2 золотых бисерин. Проходим иглой через черную бисерину снизу вверх. Опять набираем одну черную бисерину, входим иглой, вот отсюда выходит у нас рабочая нить между следующих 2 золотых бисерин под нитью.
Проходим иглой через черную бисерину по направлению снизу вверх. Вот что должно у вас получиться. Давайте посмотрим нашу схемку. Нам осталось 1, 2, 3 золотые бисерины. Набираем одну золотую бисерину, входим иглой под нитью сюда вот, чтобы вам было хорошо видно, по направлению к себе. Теперь проходим через золотую бисерину. Опять набираем одну золотую бисерину. Отсюда выходит у нас рабочая нить. Входим иглой между вот этими бисеринами, следующими промежуток под нитью. Проходим иглой через золотую бисерину по направлению снизу вверх. Набираем одну золотую бисерину. Отсюда у нас выходит наша рабочая нить. Входим иглой между двумя золотыми бисеринами под нитью, и как раз там, где мы делали узелок. Вот сюда вот. Теперь проходим иглой в золотую бисерину по направлению снизу вверх. Вот что должно у вас получиться. Переворачиваем наше плетение. И давайте посмотрим по схемке, что нам дальше надо делать. Первый ряд мы сделали, второй сделали, теперь третий ряд. 2, 4, 6 черных бисерин. Набираем одну черную бисерину. Отсюда у нас выходит рабочая нить. Проходим иглой между бисеринами под нитью по направлению к себе. Теперь проходим черную бисерину иглой по направлению снизу вверх. Набираем одну черную бисерину. Входим иглой сюда по направлению к себе. Проходим иглой в черную бисерину по направлению снизу вверх. Набираем одну черную бисерину. Отсюда у нас выходит наша рабочая нить. Входим иглой под нитью между золотой и черной бисериной. Проходим через черную по направлению снизу вверх. Опять набираем одну черную бисерину, входим иглой под нитью. Проходим иглой снизу вверх. Вот что должно у вас получиться. Так, мы сделали 4 черные бисерины, осталось еще 2. Набираем одну черную бисерину, проходим иглой под нитью вот сюда вот.
через черную бисерину по направлению снизу вверх. Опять набираем одну черную бисерину, проходим иглой под нитью, вот здесь. Проходим иглу через черную бисерину по направлению снизу вверх. Вот что у вас должно получиться. Давайте посмотрим теперь нашу схемку. Вот эти черные бисерины мы уже подплели. Теперь нам надо 1, 2, 3, 4 золотых бисерины. Набираем одну золотую бисерину, проходим иглой между золотыми бисеринами под нитью вот сюда, вот по направлению к себе. Проходим иглой в золотую бисерину по направлению снизу вверх. Ее можно немножко расправить. Опять набираем одну золотую бисерину, входим иглой между двумя золотыми бисеринами под нитью. Входим иглой в золотую бисерину снизу вверх. Набираем одну золотую бисерину, входим иглой под нитью между золотыми бисеринами. Проходим иглой через золотую бисерину по направлению снизу вверх. Вот что у вас должно получиться. Набираем одну золотую бисерину, входим иглой вот сюда вот между золотой и черной под нитью. И проходим иглой, придерживать лучше надо нить, проходим иглой через золотую бисерину по направлению снизу вверх. Давайте посмотрим нашу схемку. Итак, мы сделали вот эти 4 золотые бисерины. Теперь нам надо 1, 2, 3. 3 черные бисерины. Набираем одну черную бисерину, проходим иглой под нитью между черными бисеринами нижнего ряда. Проходим иглой в черную бисерину снизу вверх. Набираем одну черную бисерину, проходим иглой между черными бисеринами вот здесь вот под нитью. Придерживаем нашу нить, входим иглой в черную бисерину по направлению снизу вверх. Набираем одну черную бисерину, входим иглой между черной и золотой бисериной по направлению к себе. Проходим иглой через черную бисерину по направлению снизу вверх.
вас должно получиться. Давайте посмотрим нашу схемку. Итак, нам осталось 2 золотые бисерины. Набираем 1 золотую бисерину, входим иглой между черной и золотой бисериной, вот сюда, под нитью, по направлению к себе. Проходим иглой в золотую бисерину по направлению снизу вверх. Набираем 1 золотую бисерину и здесь входим иглой под нитью между 2 золотых бисерин, вот сюда вот, по направлению к себе. Теперь проходим иглой в эту золотую бисерину по направлению снизу вверх. Итак, мы уже закончили этот ряд. Вот что у вас должно получиться. Давайте посмотрим на нашу схемку. Мы сделали этот ряд полностью. Теперь нам надо 1, 2, 3, 4. 4 золотые бисерины. Набираем 1 золотую бисерину, проходим иглой между вот этой и вот этой бисериной под нитью по направлению к себе. Проходим иглой в эту золотую бисерину по направлению снизу вверх. При этом придерживаем нить. Вот так вот. Набираем 1 золотую бисерину, входим иглой между золотой и черной бисериной под нитью по направлению к себе. Проходим иглой в эту золотую бисерину по направлению снизу вверх. Вот так вот должно у вас получаться. Так, по схемке 2 золотые бисерины. Сейчас мы себе отметим, что мы уже здесь. 2 золотые бисерины мы уже сделали, и остается еще 2. Набираем 1 золотую бисерину, входим иглой под нитью между вот этими 2 черными бисеринами по направлению к себе. Проходим иглой в золотую бисерину по направлению снизу вверх. Набираем 1 золотую бисерину, проходим иглой между 2 черными бисеринами под нитью по направлению к себе. Проходим через золотую бисерину. Итак, мы уже подплели 4 золотые бисерины. Давайте посмотрим, сколько черных.
Вот здесь мы уже сделали раз, два, 2 черные бисерины. Набираем одну черную бисерину, проходим иглой под нитью между черной и золотой бисериной вот сюда вот по направлению к себе. Придерживаем нить, проходим иглой в черную бисерину, набираем одну черную, проходим иглой вот здесь вот между золотыми бисеринами и черную. Вот так вот 4 золотых, 2 черных. Давайте посмотрим по схемке. Так, вот это мы сделали. Раз, два, три. 3 золотые бисерины. Набираем одну золотую. Проходим между золотыми под нитью по направлению к себе. И проходим иглой в золотую бисерину. Опять набираем одну золотую бисерину, проходим иглой между золотыми бисеринами по направлению к себе и проходим иглой в золотую бисерину. Опять набираем одну золотую бисерину, проходим иглой между бисеринами, между золотой и черной по направлению к себе. Теперь иглой в золотую бисерину по направлению снизу вверх. Вот что у вас должно получиться. Давайте посмотрим схемку. Так, мы это уже сделали. Нам осталось раз, два, три, 4, 5 черных бисерин. Набираем одну черную бисерину, проходим иглой между черными бисеринами под нитью и в черную бисерину. Набираем одну черную бисерину, проходим иглой вот сюда вот между нитями, проходим иглой в черную бисерину по направлению снизу вверх. Набираем одну черную бисерину, проходим иглой под нитью вот здесь по направлению к себе. Проходим иглой в черную бисерину по направлению снизу вверх. Опять одну черную бисерину, проходим под нитью, по направлению к себе. И в черную. И последняя у нас будет черная бисеринка. Проходим иглой под нитью по направлению к себе. И в эту же черную по направлению снизу вверх.
Вот что должно у вас получиться. Давайте сверим со схемкой. Итак, этот ряд мы уже сделали.